Всем привет из Карелии. Приехали мы на новый объект. Это Сартовала, Карелия. Привезли и разгружаем металлоконструкции. Ну и панели тоже привезли с собой. Но к участку подъехать на фуре невозможно. Там очень узкие дороги. Пришлось перегружать манипулятор и возить на участок. Конечно, это дополнительные сложности. Но решение можно найти всегда. Панели стропим текстильными стропами. Их длина должна быть такой, чтобы выходила за пачку. И обязательно делаем распорки, как снизу, так и сверху, чтобы не помять панели. Таким образом доставили панели на участок. И начинаем монтаж. Устанавливаем, как мне тут написали в комментариях, очень мною любимую нижнюю обвязку, из-за которой происходит дикий перерасход металлоконструкций, что, конечно же, не так. Похоже, уже пора снять ролик о всех плюсах нижней обвязки. Пишите в комментариях, как думаете, больше плюсов в нижней обвязке или минусов. Ну, мы продолжаем монтаж. Тут у нас гараж такой необычный. Получается, как из двух помещений. Одно высокое, второе пониже. Это гараж будет для ремонта катеров. Здесь Сартовала, тут такое хорошее озеро есть. У них много катеров, здесь рыбачат, туристы приезжают. И вот заказчик будет ремонтировать катера в этом гараже. В высокой части будет как сама мастерская, ну а в нижней там место для хранения, инструмент, верстаки. Общий размер у нас получается 12 метров на 7,5. Высота большого помещения 4200 в коньке, маленького 2400 в нижней части. Итак, смонтировали металлоконструкции. Будут у нас тут одни ворота. Ширина у них 3 метра, высота 3,350. Будет одна дверь и два окна. Собрали всю конструкцию на прихватке. Сейчас будем обваривать и красить. Пару слов о металле. Стойки использовали трубу 80-ю, 3 мм. Толщина металла. На фермах 60 на 60, 2 мм толщина. Обвариваем все по кругу. Варим обычным инвертором, электрод тройка. На пристройке у нас получается 3 нитки прогонов. Как и в высокой части, по 3 прогона на каждый скат. Да, сделали металлокаркас под окна. Почему-то проектировщик решил, что здесь мы его будем делать. Обычно мы не делаем под такой размер металл. Итак, скелет собрали. Следующим этапом покрасим все, проклеим ленту и начнем монтировать панели. Панели у нас здесь пенопласт 120 мм толщина. Да, еще хотел сказать по гидроизоляции. Обычно, когда опалубку снимаешь, остается очень острый угол. Лучше его подсбить, сделать его, ну, чтобы не было острых углов. И потом уже паять гидроизоляцию. Конструкции сварены, покрашены. Гидроизоляцию напаяли. Начнем монтировать панели. Панели у нас пришли готовые под размер, под двери, под ворота, но не подписанные. Поэтому сам все размечаю, меряю, подписываю, чтобы потом не путаться, какие панели куда. И начинаем монтаж. Ленту проклеили. Будем монтировать сейчас первые два ряда, которые можно смонтировать с земли. Так, пойдем по кругу, все поставим. А уже после будем ставить леса и зашивать остальное все по высоте. Первую панель ставим на 2 сантиметра выше, чем фундамент, чтобы потом этот зазор запенить, так же как все остальные швы. Если, как показывают, ставить через планку и планку эту никак не пенить, будут все равно щели, будет продувать. Два ряда по кругу прошли. Сейчас начнем уже устанавливать леса, монтировать верхние панели. Так, посмотрим изнутри, такое у нас помещение.
Вот эту внутреннюю перегородку зашивать не будем. Заказчик будет ее уже сам чем-то обшивать. Панели не захотел делать, все-таки они дорогие. Плиты нет, поэтому он будет заливать потом уже полы. Ну и перегородку сделает. Ну а мы продолжим монтировать панели. Подготовили место, леса поставили. Сейчас будем панель цеплять и веревками затаскивать наверх и монтировать. Благо панели легкие из пенопласта. Целые установили и запиливаемся вот под конек. Вырезаем домик на одну сторону, потом на вторую. И обрезки, которые останутся, будем монтировать в низкой части. У нас же там тоже еще кусочек панели не хватает. В общем, где это возможно, стараемся сэкономить панели, чтобы лишнего заказчику не покупать. Да, и все эти подрезки нужно, как говорится, 7 раз отмерить, 1 раз отрезать, потому что новой панели уже нет. Запасных панелей нет. Готовимся к монтажу кровли в низкой части. Устанавливаем такую фасонку, чтобы торец кровли прикрыть изнутри. Красота не менее важна, чем качество, потому что отделки уже никакой не будет. Наша конструкция уже готовая. Монтируем кровельные панели, а уже на них сверху поставим недостающие кусочки стеновых панелей, чтобы вода не смогла туда затечь. Ну и потом фасонкой, конечно же, все это закроем. Ну и в этой части как раз используем обрезки панелей, которые мы подрезали в торце здания, домики. Ну, обрезки добили и начинаем монтировать кровлю уже в высокой части. Рассчитали по размеру, какая приходит панель. Вначале устанавливаем целую, и в конце приходит вполне приемлемый размер. Ну, поэтому начинаем с целой панели. Нельзя ни в коем случае забывать просчитать кровлю, иначе в конце могут быть проблемы. Если, как мы делаем, 20 сантиметров вылет, то последняя панель должна быть не меньше 40 сантиметров. Иначе ее некуда будет закрепить. Об этом нужно помнить. Решил снять наглядно один из плюсов пенопластовых панелей. Ее можно прийти вот так вот одному взять и отнести на монтаж. С ватой так не получится. Итак, панель мы смонтировали. Все готово. Останется отрезать проемы, прорезать проем. Ну и вот эту кучу планок переместить с поддонов вон туда. В общем, дело за малым. Закрываем стык кровли со стеной. Устанавливаем такую фасонку. Сначала к стене ее прикрутили, а потом укладываем такой уплотнитель специальный для кровли. В коньке он такой же делается, чтобы туда косой дождь не задувал, снег не заметал. В общем, чтобы влага туда не попадала. Ну и прокручиваем сверху кровельными саморезами с резинкой. На панелях этот уплотнитель очень хорошо повторяет форму зуба. Очень плотно все встает, между собой стыкуется хорошо. А если кто смотрел последнее видео, там металлочерепицу мы делали, там уплотнитель между собой плохо стыкуется. Приходится мудрить. Ну и тем временем монтируем нижнюю фасонку. Отлив, и вот так у нас выглядит примыкание вертикала. Подрезаем, чтобы все было плотненько, красиво. А чуть выше сталкиваемся не совсем с обычным узлом. Получается, у нас тут две кровли, надо как-то это все свести, чтобы было красиво. Подвожу вертикал сначала, и сейчас это все дело буду углом перекрывать. Вот, запилил угол. Вот так получилось. По-моему, неплохо. Ну а если смотреть издалека, так вообще шикарно. Задняя часть по фасонке готова. Переходим на переднюю. Сначала парни закроют все торцы кровли, углы.
И потом я уже подойду и доделаю этот угол. Самый хитрый. Угол, а не я. Ну а пока они тут зашивают, я пойду установлю окна. Потом приду. Оп. И тут все у нас готово. Замонтировали всю фасонку. Вырезаем ворота. Будем вырезать проем дверей. Окна я уже установил. И даже фасонкой уже все обошли. Вот такая уже красота. Запилили вентиляцию. Вот она здесь в нижней части. Ну и по диагонали там в верхней части тоже вырезано. Установили дверь. Сейчас парни наверху добивают конек. И в принципе фасонка у нас уже вся готова. Сейчас приедут воротчики. Установят ворота. Ну и будем приглашать заказчика, чтобы посмотрел, все проверил. Хотя он всегда с нами присутствовал, но сдавать все равно нужно. Приглашаю всех в комментарии написать, что сделано так, что не так. Не стесняйтесь, пишите. Ну и если все понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч!